Привет, народ! С вами Скиф. Сегодня у нас не будет долгих вступлений, рассуждений на тему, потому что у нас сегодня очень важный вопрос. Кто такой Джаравас? Зачем его бить? И самое важное, как? Как набивать на Джаравасе хороший урон? Разрушитель Джараваса — это клановый рейдовый босс. На Джараваса ходит, чтобы выбивать случайные тома навыков героев. Без них навыки героев вы не сможете прокачать. Каждый день с каждого сундука падает по 2 случайных тома навыков. Соответственно, у нас максимально можно получить 5 сундуков и 5 раз по 2 тома навыков. Также мы получаем рейтинговые награды гильдейские. И не забывайте также забирать награды раз в неделю за нанесенный вашей гильдией урон по Джаравасу. Ну и, собственно говоря, рейтинговые награды гильдейские тоже раз в неделю. Вот такой вот у нас красавец Джаравас стоит на вулканическом острове. У него есть 4 обилки. Первое — это стук. Стуком он наносит большой урон подразделениям на небольшой территории. Соответственно, те, кто будет стоять кучно рядышком, получат урон. Терн наземный. Случайно накладывает удар о землю на ноги юнита, нанося оглушение и небольшое количество урона. Ударная волна. Когда босс полон гнева, он наносит большой урон всем юнитам. Ну, соответственно, я думаю, с ударной волной вы все знаете. Наносится ударная волна, и считайте, у вас по пол хп у всей армии нету. Ну и, конечно же, железная кожа. 20% снижение урона в ближнем бою. Не увеличивается с уровнем существа. То есть, какого бы уровня не был у нас Джаравас, все равно 20% у него будет блокирование. Собственно говоря, мы будем его бить в основном магами и дальниками. Сегодня мы рассмотрим несколько сетапов различных на Джараваса. Попробуем их собрать самостоятельно. Я хочу все разделить на 3 части, соответственно, с 3 разными героями под разную силу атаки, которую вы сможете собрать на вашем уровне прокачки. Первым героем станет у нас Грин. У Грина есть 3 замечательных навыка. Это насмешливое дерево. Но на самом деле насмешливое дерево у нас особо здесь не подходит для Джараваса. Он по факту агрит, но зато увеличивает свою защиту на 22 секунды. Также Грин может себя подлечивать и армию вокруг. Для Джараваса это в принципе не сильно рабочая схема, но тем не менее мы предположим, что это самое начало игры и у вас еще других героев нету, а Грина получить достаточно просто. Тем более он у меня 3-го уровня, поэтому я думаю будет достаточно объективно. Давайте разберемся вообще, как собирать армию на Джараваса. Во-первых, нужно сразу понять, что мы берем юнитов, которые наносят урон в одну цель хороший. Потому что у нас, собственно говоря, Джаравас — это одна цель. Сразу берем себе парочку тамплиеров. Я специально не беру больше, хотя мог бы, но как бы рассчитываем, что это ваше начало игры. Штучек 5 инфернальных магов 1-го уровня, я думаю, тоже где-нибудь можете вытащить из карт или там из сундучков выпадет. Пару магов молний обязательно, просто потому что маги молнии даже на 8-м уровне уже бьют довольно неплохо в одну цель. Конечно же, нам надо 6 пачек хилов, 2 пачки лучников снежных, ну, в принципе, можно и арбалетчиков, это уже не суть важно, самое важное, чтобы у вас было 6 пачек каких-нибудь дальних лучников. Собственно говоря, священник, который будет накладывать щиты на нас всех. Также необходимо хотя бы один отряд взять булавистов. Для чего булависты берутся вообще? Булависты наносят урон по Джаравасу, поглощают сами собой урон. Это довольно неплохо поглощение у них работает. И самое важное, они увеличивают урон по Джаравасу. Также мы берем разрушителей чар, просто потому что, ну, как бы вторых булавистов у меня, предположим, нету. Еще мы возьмем 2 фазовых апостолов. Фазовые апостолы, в принципе, можно брать и больше. Фишка фазовых апостолов, они очень хороший урон в одну цель наносят и очень хорошо живут. И, в принципе, остальные слоты можем забить просто обычными ниндзями. Для чего нужны ниндзя? Да, просто для того, чтобы создавать массовку и отвлекать от инфернальных магов и дальних наших существ урон. На их месте может быть, в принципе, любой там алибарчик или волк. Но на самом деле ниндзя, алибарды и волки — это 3 варианта, которые возможно использовать на Джараваса. Давайте раскидаем их, чтобы немножко симметричнее было. То есть мы на каждый плот ставим каких-нибудь ниндзь, магов,
Так, чтобы вы понимаете, была первая линия обороны, средняя линия обороны и дальняя линия обороны. И наши арбалетчики это самая дальняя линия, то есть как бы они уникальны в игре тем, что у них самая дальняя атака. Еще расскажу немножко про разницу. Ледяные маги, они дольше живут, могут пережить удар Джараваса, а арбалеты, они не могут пережить удар Джараваса, но зато они стреляют с большего расстояния. В принципе, я думаю, так будет довольно неплохо. Надо пробовать. Итак, вот он наш красавец. Смотрите, запускаем мы с 6 сторон для того, чтобы максимально рассредоточить наши войска и под массовые удары, чтобы они меньше попадали. Смотрите, как хорошо сразу рассредоточились ниндзя. Вот в чем их преимущество, они сразу рассредотачиваются равномерно вокруг босса. Соответственно, больше ударов ему придется нанести, чтобы снести нашу первую линию обороны. Плюс тамплиеры, они чем примечательны на боссе, что они уклоняются от половины его ударов, и когда они находятся в состоянии от лазера, который летает так по полю боя, они неуязвимы для атак Джараваса. Ну, плюс сами по себе достаточно живучие ребята. Лучники, как видите, сдалека неплохо наваливают. Ну и, соответственно, наши маги очень хорошо помогают этому процессу. Дерево пока еще живо. Но уже скоро, походу, не будет живо. Да, дерево уже убили. Дерево у нас не самое живучее. А вот тамплиеры еще до сих пор живут. И, соответственно, наши маги и лучники могут продолжить дамажить босса. Все, мне кажется, это уже конец. Наш священник уже не может спасать всех. Ну, смотрите, еще мага накрыл щитом. Ну, вот как бы и все. 29 миллионов уже. Смотрите, как хорошо священник спасает магов. Маги продолжают дамажить. Дотягивают, думаю, до 30. Но смотрите, если 30 миллионов нанести урона с одного раза, то, соответственно, за 3 атаки это уже будет 90 миллионов. То есть минимум первые 3 сундука за 80 миллионов мы уже забираем, собирая вот такую вот простую пачку, которую, я думаю, сможет собрать любой более-менее начинающий игрок. Смотрите, дерево законтрило 29 миллионов дамага. Больше всего, конечно, нанесли у нас инфернальные маги, но очень хорошо наносят и лучники. Остальные, в принципе, мясо, чтобы защищать наших лучников и магов от Джараваса. Неплохо еще, посмотрите, проявили себя фазовые апостолы. Отлично. И маги молнии хорошо. Ну, в принципе, пачка достаточно рабочая. Хорошая. Но я думаю, в принципе, это такой вот базовый начальный уровень. Сейчас мы пойдем дальше к Мадгуду. И с Мадгудом, конечно, все уже будет поинтереснее. Мангуда у меня вкачан вот огонь преисподней всего на 4, призыв нежити на 7 и на 7 мертвая стража. В принципе, это на боссе не так важно. Мангуд нам важен и интересен тем, что он будет создавать скелетиков. Для этого мы сразу накидываем сюда по максимуму наших ниндзь. Ну, пачек 12, может быть 11 инфернальных магов, конечно же, берем. Значит, если берем пачку с Мадгудом, то нам нужно инфернальных магов, ну, там минимум 17-18 штук. Но так как у меня уже я их половину посоединял, поскрещивал, соответственно, придется немножко изгаляться. И я поставил мага молнии вместо одного инфернального мага и возьму апостола. Ну, попробуем так. Желательно, конечно, да, поставить как минимум 6 пачек монашек, чтобы на каждый плод было по одной пачке монашек. Сейчас расставлю, посмотрим, как это все будет выглядеть целиком. Смотрите, плюс-минус вот такой вот внешний вид. Единственное, что советую раскидать по максимуму по плотам ваших больших уровней инферналов. Вам вообще, если брать такую пачку, вам надо, чтобы инферналы были 1 уровня, либо же 4 и выше. 2 и 3 уровня от 1 уровня не будут отличаться практически ничем в уроне.
Смотрите, я на последний плот ставлю 5 уровня инферналов самых сильных, чтобы они были у нас под нашим апостолом, хорошо защищались. И также я бы советую вам где-нибудь достать пустотного убийцу, для того, чтобы удобно было выставлять Джароваса. Сейчас мы это все увидим. Так, нападаем на нашего Джароваса, опять же с 4 сторон. Смотрите, пустотный убийца поставил его в центр и застанил его, то есть как раз наш Джаровас находится в самом центре. И так удобнее рассредоточить войска, для того, чтобы он меньше наносил урона вообще по массе. Ну, не повезло нам. Он ударил наших магов, которые 4 и выше уровня, они выжили, и все монашки побежали туда. Соответственно, он их может убить в кучке. И заметьте, последний 6 плот мы не выкидывали сразу. Мы подождали, пока он нанесет первый удар, и после этого выпустили еще один плот. Для чего это делается? Для того, чтобы он успел поубивать часть наших ниндзей, а сейчас как бы приехало еще 2 пачки свеженьких и продолжает защищать наших магов от его ударов. Плюс сейчас как раз под нашим апостолом будет 2 сильных мага, поэтому я думаю, мы неплохо надамажим. Дамаг Мадгудом в принципе мы не считаем, главное, чтобы он жил, он обычно живет до конца. Таким образом у нас по максимуму превращается скелет. Даже при том, что сейчас его понерфили, и он может превращать скелетов только ближайшие к нему войска. Но тем не менее, как видите, неплохо справляется с этой задачей. Уже 63 миллиона. Идем дальше. Вот так вот он превращает уже и магов, попревращал скелетов. Еще держится. Апостол хорошо защищает нашего мага инфернального. 5 уровня он хорошо наваливает. Ну, все, в принципе, это у нас финал. 72 миллиона урона. То есть, в принципе, больше 210 миллионов урона такой пачкой можно наносить за день. Соответственно, уже забирать 4 сундука такой пачкой. Смотрим по урону. Соответственно, как видите, урон распределился очень неравномерно. Мы видим, что и 1 уровня инфернала могут неплохо наносить урон. Но самое важное, что у нас отвлекают наши ниндзя, а инферналы наносят хороший урон. Это самая ключевая механика на данной пачке. Опять же, почему мы не кинули сразу же все 6 плотов? Сейчас мы увидим, что будет, если мы кинем все 6 плотов одновременно. Сразу мы видим, что к нашему апостолу и к нашим магам позбегали все монашки. Сейчас их дружно там поубивают. Соответственно, запаса по скелетам у нас тоже не будет. И хилять будет некому, поэтому я думаю, сейчас у нас будет результат значительно хуже. Ну вот смотрите, у нас ближнего ряда почти не осталось, 45 миллионов всего лишь нанесли. О, уже и маги посыпались после у нас удара массового. Как видите, такой вариант не очень хорош. Можете еще экспериментировать, можно не один плот отправлять после массового удара. Например, 2 плота, может быть у вас так будет получаться даже лучше. Когда был Мадгуд не пофикшенный, я в принципе отправлял бывало 2 плота с задержкой, и тогда у меня получалось даже 80 и 90 миллионов такой пачкой. Так что за один раз, естественно. Это уже на вкус и цвет. Значит, 55 миллионов у нас получилось. Маги, конечно, хорошо отработали, особенно вот последний плот, из-за того, что мы их выпустили сразу. Но в целом результат у нас получился хуже. А пока что поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, поделитесь с друзьями обязательно, потому что я смотрю, у нас четверть всего лишь подписчиков канала смотрит, остальные смотрят без подписки. Мне было бы очень приятно. Теперь у нас на очереди герой, это Сирена. Чем примечательна у нас Сирена? У них 2 замечательных скилла, это хил и деморализующая мелодия. Соответственно, деморализующая мелодия позволяет больше наносить урона боссу, и хил будет подхиливать рядом стоящие отряды. Сейчас соберем пачку и попробуем атаковать босса вот пачкой с Сиреной. Сразу берем как минимум 4 тамплиера.
Вообще в идеале штук 6 надо. Конечно же, берем нашего пустотного убийцу, чтобы ставил в центр наши отряды. Сразу говорю, что это будет пачка не простая. На нее надо достаточно много войск, но она может показать очень хороший урон. Берем хотя бы одного фазового апостола, чтобы прикрывал наши войска. Монашек мы возьмем здесь немного, так как здесь будет Джаровас и так убивать. Монашки особо нам не помогут, поэтому я думаю, что там 2-3 пачки, не больше. Инфернальных магов надо хотя бы штучек 12. Уже меньше, чем в предыдущем варианте, но тем не менее. И желательно, вот в идеале, их довести хотя бы до 5 уровня. То есть 12 пачек 5 уровня инфернальных магов хорошо справляются при такой атаке. Берем фазовых апостолов наших любимых. Желательно, конечно, 9 уровень, но у меня будет 3 восьмых. Я беру берсерков, ну просто потому, что мне фазовых апостолов не хватает, поэтому будут берсерки. Распределяем магов. Сейчас вы поймете, почему у нас так много магов на 2 и 3 корабле. Тут есть фишка, как мы будем запускать. Конечно же, берем магов молний. Это очень хорошая альтернатива инфернальным магам. Вообще, я думаю, в идеале было бы, конечно, тут 14 пачек инфернальных магов 5 уровня, но мне кажется, это будет у меня не скоро. Конечно же, мечники ветра отлично справляются на Джаровасе, вот именно в этом варианте. Берем разрушителей чар, хотя бы 2 пачки, в идеале 3 или 4. Ну и пару пачечек будет у нас ниндзя. Для чего? Для того, чтобы рассредоточиться вокруг босса и отвлечь его. Смотрите, отправляем 3 корабля в центр с одной стороны и 1 с другой. Почему 3 близко располагаем корабли? Потому что будет Медуза их всех подхиливать, вот эти 3 корабля. Подхил я использую вручную, для того, чтобы как раз когда будет максимальный урон по моим существам, можно было их подхилить. А 4-й плот с той стороны, он как бы отвлекает на себя внимание. Самая важная цель это для того, чтобы русалка вместе с инфернальными жили как можно дольше. После удара массового мы отправляем еще 2 корабля, по той же самой причине, для того, чтобы... вот появившиеся здесь маги, вернее, воины ветра и разрушители чар могли отвлекать на себя нашего Джароваса. Конечно, нам не совсем повезло, что там убили мага с одной стороны, но с другой стороны он был 1 уровня, и чего мы могли ожидать. Если бы был 5 уровня, конечно, было бы немножко повеселее. Хорошо, апостол, конечно, защитил тамплиерчика там, и здесь хорошо защищены все под щитами. Заметьте, уже 50 миллионов урона нанесли. А русалка пока что у меня всего лишь 4 уровня. И как вы видели, скиллы, мягко говоря, ну не очень на 4 уровне. Конечно, для такой атаки желательно русалка хотя бы 6 уровня, тогда будет уже хороший результат. Ну и так, смотрите, 59 миллионов урона. Конечно, довольно неплохо, но можно было бы и лучше. Давайте посмотрим, как вообще наносился урон и кто его наносил. Конечно, инфернальные маги в этом раскладе наносят сумасшедший урон. Очень хорошо бьют у нас маги молнии. Неплохо бьют у нас и булависты. Ну а теперь давайте рассмотрим, собственно говоря, пачку, которая бьет у нас 300 плюс миллионов в день. Конечно же, здесь у нас 2 пачки прокачанных хороших булавистов. Здесь хорошие разрушители чар. Вот 4 пачки у меня стоит, уже никаких берсерков. Наши инфернальные, хотя бы 6-5 уровня. Ну, у меня уже не все, еще есть там 2 и 4, но все в процессе. И давайте теперь посмотрим, как будет наносить вот эта вот пачка, которая достаточно прокачанная, урон по Джаровасу. Сейчас при вас будет как раз, буду набивать дневной лимит, 3 атаки. Посмотрим, как это выглядит на прокачанной русалке 8 уровня. О, отправил я, конечно, русалку первый заход не очень хорошо. Да, немножко как бы начал с небольшой лажи. Но тем не менее, надеюсь, у нас будет достаточно хороший результат. Здесь у нас русалка уже неплохо хилит. Не пугайтесь, что Джаровас так сразу сбривает ваших там булавистов и прочее. Самое важное, чтобы хотя бы там 1-2 булависта выжили до конца, для того, чтобы они наносили урон. Так забавно, у меня тут за инфернальными магами 1 булавист спрятался. Вот, отправляем еще 2 пачки.
Ну, смотрите, здесь уже, конечно, урон значительно повеселее. Уже 40 миллионов, а у нас еще так много живых юнитов. Много инфернальных магов живет. Несмотря на все его удары, они все равно выживают. Подхиливаем, стараемся вот именно как раз под массовые его удары подхиливать нашей сиреной. Обязательно, чтобы маги инфернальные жили. И желательно, чтобы жил тамплиерчик побольше. Он-то, конечно, хорошо уворачивается, но от массовых атак он увернуться не может. Смотрите, бьет, старается, но как бы толку особо нет. Убил моих монашек, но тем не менее тамплиер жив. Тамплиер жив, тамплиер продолжает разрывать. О, пошел булавист, который был... даже не добежал наш булавист. Печально, конечно, но тем не менее. Смотрите, уже 84 миллиона. Делаем ставки, сколько у нас получится при такой неудачной атаке. Апостол так прикрывает тамплиера, что он вообще такой вот получается бессмертный у нас. Да-да, Джаровас старается, массовые атаки, бьет уже наших магов. Сейчас, если тамплиер ляжет... все, уже время кончилось, да? Ну, смотрите, 99 миллионов. При том, что я неправильно выпустил. По-моему, довольно хорошо. Давайте теперь постараемся сделать все правильно. Отправляем на угол русалочку. 2 плота по бокам, 1 сзади. Смотрим, как будет вести себя Джаровас. Подхиливаем русалочкой, вот вовремя прохилили мы булавистов, значит еще проживут. Все время, пока живут булависты, соответственно, будет Джаровас получать гораздо больше урона от наших инфернальных магов. Отлично, булависты еще живы уже после первой массовой атаки, первой волны. Конечно, в идеале здесь булавистов штук 5-6 пачек для того, чтобы они жили до конца, тогда урон вообще получится замечательный. У нас есть в гильдии игрок, который наносит спокойно в день там 380-390 миллионов урона. Там, конечно, зверская пачка очень мощная. Это удивительно, 70 миллионов, у нас еще живые булависты и инфернальных магов столько живых. Я думаю, что это будет хороший урон. Смотрите, у нас еще тамплиер здесь живой. Удивительно на этой стороне. Ну, уже не живой, но у нас есть фазовые апостолы там, которые тоже неплохо забирают на себя урон. Тамплиер держится. Подхиливаем его и всю пачку, соответственно. Блин, апостол, зачем он в мага молнии отправил свой щит? Я не представляю. Чем он вообще думает? Первые 100 миллионов. Я думаю, заслуживает лайка. А ну, успеем выхилять наших инфернальных магов? Успеем? Успели, красота. Конечно, тамплиер упал, но зато инфернальные маги еще поживут, подамажат. 115 миллионов будет? 20. Нет, 115 миллионов. Время кончилось. Но, как видите, довольно неплохо. Уже 214 миллионов суммарно. Смотрим, что у нас по урону. По 7 миллионов нанесли маги инфернальные. Ну, вот видите, просто какую разницу в уроне между инфернальными магами и остальными существами. Хотя маги молнии тоже неплохо. Заблокированный, полученный урон, собственно говоря. Заблокированный урон. Просто посмотрите, что делают у нас булависты и разрушители чар. Сколько они блокируют урона. Просто с ума сойти. Неплохо хилит наш апостол. Целый миллион дамага закрыл собой своими щитами. Кто у нас живет хорошо? Ну вот хорошо живут инфернальные маги, собственно говоря, которые живут у нас под сиреной. То, что нам и нужно. Ну, у нас последняя попытка за день, 3-я. И я думаю, что это уже близится конец ролика нашего. Отправляем также само 3 плота спереди, 1 сзади. Смотрите, на самом деле это не какая-то такая универсальная тактика. Можете атаковать по-другому, можете пробовать атаковать сразу 6 плотов. Но мне нравится, чтобы хотя бы 1-2 плота приезжали уже после того, как он ударил массовую атаку.
тогда у нас больше возможностей, чтобы выжили инфернальные маги, у него будет больше целей. Так, хорошо, надо успеть подхилить. Да, подхилили. Он немножко сбрил наших булавистов, но ничего, держимся пока что. Корабли приехали вовремя. Пока что хилить некого. Он просто их убивает направо и налево. Вот, теперь надо хилить. Подхиливаем нашу армию. Конечно, мне кажется, в этот раз будет немножко поменьше урон. Хотя булависты все еще есть, и у нас есть еще тамплиерчик живой. Ну, такой уже чуть-чуть не совсем живой. Хотя вот вовремя щитом его накрыли, прохилила наша русалка, это неплохо. Конечно, если бы русалка была уровня 12, было бы вообще замечательно. Как-нибудь надо будет потратиться и вкачать себе русалку повыше уровня. 90 миллионов. Давай, сирена, давай, пой ему свои песенки. Главное, чтобы жили все, подхилили. Хорошо. Смотрите, как хорошо фазовые апостолы стоят. 3 фазовых апостола, такие 3 братца, держат урон. Уже 103 миллиона, но у нас не осталось тамплиеров, это плохо. Пока тамплиеры живы, жива наша армия. Соответственно, инфернальные маги могут бить. 107 миллионов. Но, по-моему, это уже конец идет у нас, да? Да, это конец. Инфернальные маги наносят последние удары. Сколько у нас? 109 миллионов. 109 миллионов. 109 миллионов. Соответственно, суммарно у нас получилось 324 тысячи урона. По-моему, вообще отлично, на самом-то деле. Посмотрите, сколько заблокировали рассеиватели чар. Это капец. Больше 100 миллионов. Просто капец. И сколько заблокировал урона наш священник. Священника точно надо на 9 уровень возводить. Я думаю, что это будет не зря. Вот такой вот у нас получился неплохой ролик. Я думаю, каждый найдет для себя вариант для атаки на Джароваса. Больше, надеюсь, ни у кого не будет вопросов. Делитесь с друзьями, у кого вопросы еще остались по Джаровасу. Просто чтобы... Ну, чтобы они играли и выбивали хороший дамаг, для того, чтобы быстрее собирали для своих героев книжки, прокачивали на максимум все скиллы. Это важно. Обязательно подпишитесь на канал и входите в наш телеграм-канал. Будем там обмениваться опытом. Пишите там. В общем, я буду очень рад вас видеть. И обязательно напишите, как вам такой формат лайвстрима. Будет ли для вас это комфортно или все-таки нужно делать 10-минутные видео. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока.